Всем привет! It's Mila from Hacky Russian, and today I will teach you how to write New Year's resolutions in Russian. В этом видео я буду говорить на русском языке, поэтому если вам что-то непонятно, вы можете подглядывать в субтитры. Ну что, вы готовы? Поехали! Я не знаю, как вы, а вот я действительно пишу новогодние обещания каждый год и искренне верю, что я их выполню. New Year's Resolutions можно перевести на русский как новогодние обещания. Но дело в том, что русскому человеку это не совсем привычно. Мы, русские, привыкли загадывать желания, вместо того, чтобы писать какие-то там цели на год. А традиция писать новогодние обещания пришла к нам из Запада. Итак, возьмите бумажку и ручку, и мы с вами начнем писать новогодние обещания. Нам нужно начать с фразы «Я обещаю» или «Я собираюсь». «Я обещаю» или «Я собираюсь». Лучше все-таки использовать фразу «я обещаю». Это так вот серьезно. «Я обещаю». Потому что «я собираюсь» — это не совсем твердое утверждение. Я собираюсь, но не факт, что я соберусь. Итак, «я обещаю», и затем нам нужно добавить различные фразы с инфинитивом. Я нашла список самых популярных обещаний на Новый год. Давайте посмотрим. Я обещаю больше путешествовать. Больше путешествовать. Неплохое обещание, но не факт, что его можно будет осуществить в следующем году. Едем дальше. Бросить курить или бросить пить. В любом случае, бросить какие-то вредные привычки. Бросить вредные привычки. Очень хорошее обещание, если у вас есть подобная привычка. Так, что у нас дальше? Перестать есть сладости. Чушь какая. Зачем переставать? Можно просто начать есть меньше сладкого. Начать есть меньше сладкого. Перестать есть вредную пищу. Вот это получше. Перестать есть фастфуд или вредную пищу. Итак, дальше. Ходить в спортзал. Ходить в спортзал. А почему бы и нет? Дальше. Привести себя в форму. Привести себя в форму. Или начать заниматься спортом. Начать заниматься спортом. Так, дальше пить больше воды. Пить больше воды. Хорошая привычка. Ходить на ежедневную прогулку. Ходить на ежедневную прогулку. Или чаще гулять. Чаще гулять
на улице. Вот это мне нравится. Раньше ложиться спать и раньше вставать. Раньше ложиться спать и раньше вставать. И больше спать. Больше спать. Ну, это зависит, конечно, от ваших привычек. Больше спать. Дальше. Выучить новый язык. Выучить новый язык. Ну, или в вашем случае выучить русский язык. Выучить русский язык. Меньше смотреть телевизор. Меньше смотреть телевизор. Я вообще не смотрю телевизор, но у меня есть телефон и YouTube, и кажется, это хуже. Дальше. Тратить меньше времени на социальные сети. Тратить меньше времени на интернет. Так, вот это хорошее. Больше читать. Больше читать. Читать по одной книге в месяц. Читать по одной книге в месяц. Так, найти работу получше. Найти работу получше. Ну, если вам не нравится ваша работа, то, конечно, можно поискать новую. Так, найти новое хобби. Найти новое хобби. Почему бы и нет? Научиться рисовать или научиться петь, а может научиться готовить. Вы можете выбрать что-то другое, например, научиться играть в шахматы и так далее. Взять животное из приюта. Вот это хорошее обещание. Взять животное из приюта. О, вот это хорошее. Перестать прокрастинировать. Прокрастинировать. Ну, вы понимаете, что это не русское слово. Перестать прокрастинировать. Тратить меньше денег. Или экономить. Экономить деньги. Тратить меньше денег. О, делать что-то новое каждый день. Достаточно сложно, но возможно. Так, меньше волноваться. Это хорошее. Меньше волноваться. Или перестать волноваться о том, что обо мне думают люди. Перестать волноваться о том, что обо мне думают люди. Проводить больше времени с семьей или с друзьями или с котом. И последнее. Начать верить в себя. Начать верить в себя. Ну что, какие из обещаний вы выписали для себя? Напишите их в комментариях к данному видео, и через год я спрошу вас, смогли ли вы их выполнить. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, и если это так, не забудьте лайкнуть и оставить ваш комментарий. С наступающим Новым годом! Увидимся в следующий раз. Пока-пока!